Как создать сеточную стратегию с профитом от 5% в месяц, чтобы она прошла всю историю торгов, не ликвиднулась и не зависла в сделке на года? С этими вопросами мы сегодня будем разбираться и поможет нам в этом два скрипта. Первый скрипт – это скрипт торговой стратегии, который визуализирует сделки на графике и который поможет нам протестировать комбинацию сеточной стратегии на всей истории торгов. А второй скрипт будет на текущей истории графика отбирать комбинации по заданным параметрам и фильтрам. Вот, давайте с вами начинать. Настроим сначала первый скрипт. Я первичную оптимизацию уже провел. В целом данная пара очень хорошо обрабатывается. В первую очередь у нас направление long длинное, внешний сигнал сторонний мы никакой не используем, количество баров у нас 25 тысяч, мне доступно 20 тысяч, укладываемся, сортируем по профиту, количество комбинаций 10 и закрывать обязательно последнюю сделку, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые сначала хорошо отрабатывают, а потом зависли в сделке и не закрылись. Вот, например, как с данной парой Litecoin USDT, фьючи биржа OKX, многие комбинации были именно такие, что они сначала хорошо отрабатывали, и сейчас они зависли в сделке, так как у нас хорошая просадка сейчас. Вот. А дальше капитал $1000, проскальзывание мы обязательно поставим 1/100, для того, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые на тени свечи закрылись, вот, что в реальной торговле бы не случилось. Плечо 10, комиссия 5 сотых, соответствует любой бирже, и liquidation level 15, он у нас совпадает с уровнем ликвидации торговой стратегии. Итак, эти, соответственно, параметры оптимизации, рамки оптимизации стандартные. Вот, я здесь ничего не меняю. Вот, здесь, соответственно, тоже ничего не меняю. Хотя давайте профит я поставлю все-таки от 30. Вот, я уже увидел, что есть у нас комбинация по профиту от 50. Давайте первичную оптимизацию с вами вместе проведем. Вот. Скрипт может подзависать, потому что сейчас время такое. Вот, соответственно, есть большая нагрузка на сервера TradingView, и из-за этого скрипт может долго грузить. Но давайте мы с вами пройдемся по всем комбинациям, посмотрим. Я на самом деле с более строгими фильтрами отобрал комбинацию, которую вы сейчас видите на экране, да, на статистике торговой стратегии она показывает 7% в месяц профита, но при этом минимум до ликвидации у него всего лишь 54%. Вот. Соответственно, мы будем отбирать более надежную сеточную стратегию, да, комбинацию, которая нам, ну вот как минимум 70-80% процентов покажет минимум до ликвидации. Вот. Тут, соответственно, 31,57 видим, что минимум до ликвидации слишком маленький, поэтому это не учитываем комбинацию. Идем дальше. Третья часть. Сейчас по всем частям пробежимся, и в сумме мы протестируем 5000 комбинаций. Мы сейчас, соответственно, протестируем сначала широкие рамки с большим шагом. Вот здесь вот, если можете видеть, да, от 6 до 16 шаг 2, да, то есть с большим шагом. Иногда скрипт вот так вот зависает, выдает ошибку, и причем в это время, когда я сейчас записываю видео, именно сейчас он начал подтупливать, очень прям долго грузится, очень часто вылетает ошибка. Я просто переключаюсь с комбинации в части, да, 990-1000, да, туда-обратно, и у нас заново просчет запускается. Вот я уже какую попытку делаю, и, к сожалению, он так долго не может прогрузиться. Вот, прогрузился наконец-то. Видим 48,86, и это уже намного лучше, чем предыдущая комбинация. По профиту, во всяком случае, да, мы видим, что у нас 48 профит и 86,22 минимум до ликвидации. В целом этот вариант меня устраивает, и он как кандидат на дальнейшую оптимизацию. Вот. Сейчас протестируем все. Вот эту вот комбинацию я в четвертой части вставлял в торговую стратегию. Вот, она мне показала вот хороший профит, и при этом, к сожалению, точнее, при этом она по минимуму до ликвидации не дотягивает. Вот. Давайте дальше пятую часть протестируем. Всего мы протестируем 5000 комбинаций. Вот. И тут 38,77, 38,77, 38,77. Ну окей, давайте ее тоже оставим. И от этих уже рамок будем плясать и больше, точнее, оптимизировать. Вот, давайте ее оставим здесь. И начнем сужать диапазоны оптимизации. Так, вот так пойдет, вот так пойдет. Давайте я сначала
Вот это вот скрою, это скрою, чтобы она нам не мешала. И начнем, соответственно, оптимизировать. Так, количество ISO. Количество ISO мы здесь видим, самая лучшая наша комбинация. Здесь 10, здесь тоже 10 видим. Здесь 6, но при этом минимум до ликвидации здесь совсем маленький. А здесь вообще аж на 16. И 16 это прям максбет, я думаю, оставлять так. Я думаю, что давайте мы поставим 8 например, 12, скорее всего. Не буду я увеличивать огромное количество ISO, чтобы не накапливать нам объемов позиций, для чего это нам надо. Вот, первично оптимизировали шаг, точнее количество, а теперь шаг. Здесь вижу 0,8, шаг 0,8, 1,2, 1,2. Ну, в целом мы уже определили, да, что от 0,8 до 1,2, ну давайте даже я поставлю 0,7, 1,5 с шагом 0,1, шагом 0,1. Вот. И дальше посмотрим, сколько в итоге количество комбинаций. Если что, сузим какие-то диапазоны. Идем дальше. Мультиплеер 1.2, 1.2, 1.4, 1 просто. То есть можем от единицы до полутора поставить смело. Вот. 1.6 даже есть в целом. Ну, если что, добавим сюда 1. Давайте сразу же добавим. Вот, а дальше посмотрим. Мартингейл 1.4, 1.4, 2, 1.2. Вот здесь 1.2. В целом Мартингейл можно от 1.2 до 2 оставить. Вот, ну, скорее всего, у нас тогда количество 15 тысяч получается. Давайте мультиплеер на 1,5 поставим. И шаг ISO Step у нас был максимально 1.2, да. Мы его чуть-чуть тоже сбавим до 1.4, чтобы у нас поменьше количество частей было. Вот. Ну и плюс дополнительно нам еще надо настроить Take Profit. Take Profit у нас единица, двойка, от единицы до двойки 1-2 с шагом 0,1. И того у нас получается 21 тысяча комбинаций, слишком много получилось. Вот, здесь двойка, здесь единица, понятно, здесь двойка, да, то есть ближе к 2 все-таки. Давайте тогда мы будем максимизировать, соответственно, take profit и поставим его в большую сторону от 1,5 до 2, чтобы нам сократить количество комбинаций. Получилось у нас 12 тысяч, да. Так, окей, давайте тогда чуть-чуть поработаем с другими. SO 10, 8, 6. 6 нам в целом точно не нужно, 16 нам тоже не нужно. Давайте от 10 будем отталкиваться, 8, 12. Окей, да, 2 туда, 2 туда. ISO Step 0,8. Давайте 0,8 так и оставим. 0,8 тут минимальный в целом. И максимально 1,2. Давайте 1,3 поставим. 1,3 и того 10 тысяч комбинаций, 10 частей, да. Если SO Step 1.4 обратно вернем, тоже 10. В целом не меняется. SO мультиплеер 1.2, 1.6 видим. 1.6, да, 1.4 единица. Но здесь я бы 1.6 все-таки поставил, чтобы у нас вот здесь мы убавили, здесь прибавили. Так, у нас 12 тысяч получилось. Окей, Мартингейл сейчас. Мартингейл посмотрим. 1.4, 1.6, 1.8, 1.2 есть, да? Ну, давайте протестируем 12 тысяч комбинаций. В целом немного, не слишком много. Ну, давайте начинать. Включаем первую часть на прогрузку. Из этих я могу удалить точно смело вот эту вот комбинацию. Эту можно как самым максимальным профитом оставить. Здесь в целом эту можно тоже удалить. Вот, и что видим предварительно? Видим 46 профит, меньше, чем вот это, 86 до ликвидации. И давайте мы что сделаем? Мы сразу же уточним фильтры. Да, то есть от 40 мы уже 100% видим. И по ликвидации от 70 тоже 100% видим. И вот с такими фильтрами уже дальше продолжим подбор комбинаций. Итак, поехали еще раз. Не хочет у нас прогружаться, да? Так, есть. 46, 86, 45, 87. 46, 48, 86, 87. В целом, вижу, что максимизирует все-таки профит, да, take profit у нас 1.9-2 идет. Давайте сразу же я, наверное,
сделаю следующим образом. Я поставлю 1,8, 1,8 вот сюда, 1,8. И здесь, наверное, 2,5 поставлю, 2,5. Посмотрим на итоговое количество комбинаций. Сейчас пока выключу сначала. 14 тысяч, окей. Давайте так протестируем. В принципе, я надеюсь, что это будет недолго, в зависимости от того, как вообще пойдет, да, сейчас по ошибкам. Если что, у нас уже есть топовая комбинация, которую мы хоть сейчас можем вводить и тестировать, соответственно, на всей истории торгов. Давай, прогружайся, все супер. Сохраняем эту комбинацию и дальше уже будем, соответственно, отталкиваться от текущих, которые есть, и вот это вот дополнительное, которое у нас здесь появилось. Вторую часть переходим. Сейчас быстренько протестируем 14 тысяч комбинаций. 14 тысяч комбинаций. Вторая часть. Опять ошибка вылетела. Перезагружаем расчеты. Так. Ничего. Это, с одной стороны, может быть и хорошо, потому что мы побыстрее тогда протестируем все части. Третья – ничего. Четвертая. Ну, это опять же сделано... Так, сейчас секунду. 44, 87, 42. В целом лучше, чем та. Давайте ее тоже сохраним, чем вторая с первой части. Вот, ее мы тоже сохраним. Сохраняем. Идем дальше. В некоторых частях не появляются комбинации, прежде всего потому, что мы ужесточили фильтры, да, то есть мы поставили профит от 40 и при этом минимум до ликвидации, чтобы больше 70% был. Вот, исходя из этого, у нас, соответственно, в некоторых частях не появляется никаких результатов. Вот, пятая часть у нас долго-долго грузилась и в итоге вылетела по ошибке. Можете посмотреть предыдущие мои видео, где я подбирал для других пар комбинации. Там, соответственно, скрипт шустрее работает, вот, меньше ошибок вылетает. Все, как я сказал, зависит от времени нагрузки серверов на TradingView. Вот, поэтому он иногда вот так вот часто встречается ошибки. Так, давай. Прогружайся, и опять не хочет. Окей, третий раз делаем. Если не прогрузит, перейдем просто к другой части, потом вернемся. Не прогрузила. Окей, шестую часть. Давайте начнем грузить и потом вернемся к пятой части. Вот шестую часть он нам прогрузил, пятую часть давайте вернемся. Такое бывает. Вот, просто переключаемся между частями, между комбинациями в частях. Вот. Так как в целом как бы индикатор очень тяжелый, ну вот, с точки зрения кода, очень объемный, и используют плюс симуляцию. Вот. И чтобы добиться было такого количества в части, я разрабатывал очень долго. Вот, очень долго над ним работал. Ну, не хочет он никак нам пятую часть прогружать. Окей, идем дальше, в седьмую часть. Потом, может, вернемся. Шестая часть прогрузилась, пятая часть никак не хочет. Идем дальше, седьмую часть. Седьмая часть 43, 87. В принципе, это лучше. Идем дальше. Снова ошибка. Не вовремя я выбрал время для записи видео. Похоже. Есть 45, 87. Уже лучше, чем вот это данное. Да, видим, что по, соответственно, просадке чуть-чуть больше. Вот, но я все же больше обращаю внимание на показатель минимум до ликвидации. Давайте предыдущую удалять пока не будем, просто оставим. В целом они у нас чем? Шагом различаются и мультиплеером, да? А все, ну и тейк-профитом. И на самом деле значимые различия. Идем дальше. Девятая часть. У нас единственная пятая часть не прогрузилась, мы к ней потом чуть позже вернемся. Если снова не прогрузится, то будем двигаться дальше. 45, 92, 87, 34. В целом то же самое, да, та же самая комбинация, да, такое иногда бывает, потому что у нас комбинации
в рандомном порядке, да, все рамки, все числа в комбинациях, они в рандомном порядке у нас изначально фильтруются. Так, у нас здесь 86, 22, 48, 52, это вот это у нас, да, комбинация. 1,2, 1,4, 2, 1 и 42, 87, 42, 87. Ну, здесь лучше уже есть. Идем дальше. Нам осталось совсем немного. Еще 4000 комбинаций, 4 части. Вот, и к пятой вернуться еще, не забыть. 11 ничего у нас нет. В целом у нас уже собрана отличная база. Отличная база. И в целом можно брать спокойно уже с максимальным профитом комбинацию. Потому что, ну, как я вижу, мы ничего пока лучше не нашли, исходя из соотношения профита к показателю расстояния до ликвидации, да, минимального расстояния до ликвидации. 13 ничего у нас, ну, вроде как-то зашевелилось. Лучше начало прогружаться, только сказала и сразу же ошибка вылезла. 14 ничего, и давайте к пятой части все-таки вернемся, попробуем ее протестировать. Еще разок перезагружу. Нет. Пятая часть у нас никак не хочет прогружаться. Все окей, не будем на этом застревать. Давайте посмотрим предварительно. Соответственно, здесь я вижу 12 количество ордеров, здесь у нас 10. Вот, 12 я бы не хотел брать. Зачем такую большую сетку? При этом у нас ISO step единица. Давайте вот эту вот брать. Давайте эту брать. Соответственно, здесь у нас 10 количество страховочных ордеров. Переносим полностью все параметры. Шаг у нас 0,8, мультиплеер 1,2, 1,2, Martingale 1,4, 1,4 и Take Profit у нас двойка остается. Окей. Давайте посмотрим. Главное, чтобы у нас не было такого, ну все, оно у нас не застряло, да, в текущей сделки, потому что многие комбинации вот отсюда начали, и они просто застряли здесь, по Take Profit не вышли. Вот, видим, что предварительно наши задачи по профиту ежемесячному выполнено, да, больше 5%, 6,51 и ежегодное 78%. Минимум до ликвидации видим 85, отличный показатель, в целом у нас почти совпадает, да, здесь процент это из-за того, что расчеты в стратегии, торговой стратегии с точки зрения кода намного проще реализовать, чем в индикаторе и в симуляции. Вот, и, соответственно, так, в какой части у нас было, чтобы ее сразу же поставить, третья часть, сейчас я третью часть поставлю, чтобы у нас эта комбинация была перед глазами. И что? Давайте тестировать будем. Давайте тестировать. Сейчас верну все-таки комбинацию, чтобы она у нас здесь была на графике, показывалась. Ну, что-то вообще у нас такое время. Сервера очень сильно, видимо, на TradingView загружены, не знаю кем. Что у нас прям вообще не хочет, отказывается прогружаться скрипт. Ну, окей. Ладно, мы что делаем? Мы теперь тестируем данную торговую стратегию на всей истории торгов. Вот. Для того, чтобы нам посмотреть, не зависит ли данная сделка, данная, точнее, комбинация данная комбинация в сделке в какой-то одной на продолжительное количество времени. То есть, когда я предыдущие тестировал комбинации, там где-то сделка застревала там, на 2 и более года. Вот, нам, конечно же, такие не нужны, поэтому мы сейчас протестируем на всей истории торгов и определим уже, подходит ли данная комбинация для работы на долгом промежутке времени. Итак, смотрим 21 год и что у нас с 21 года и с 21 года мы застряли еще в 21 году. Плюс 133%, так странно показывает. Окей. Еще раз давайте сбросим до сессии и еще раз запустим на всей истории. Вот, но предварительно, как мы уже поняли, да, то, что данная комбинация не проходит всю историю торгов, я обычно что делаю? Я иду к минимальному расстоянию до ликвидации, это было 3 февраля. 3 февраля, переходим к дате. И 3 февраля я просто смотрю, сколько у меня от последнего страховочного ордера было до самого минимума. Вот.
примагничиваем 22.90. Ну, соответственно, 25, ну, здесь у меня уже стоит стоп-лосс, я могу спокойно вести. И по текущим сделкам ни одной сделки, то есть не будет, соответственно, закрыто по стоп-лоссу. Вот, как можем видеть, стоп-лосс появился у нас, убыточных сделок у нас 0. Вот, исходя из этого, мы сейчас посмотрим, как у нас на истории все это отрабатывало. Сколько у нас стоп-лоссов исполнится, соответственно, за всю историю торгов. Вот, и как у нас пройдет. Так, успешно обновлен. У нас получилось 322% профита. Здесь раз, два было, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стоп-лоссов за всю историю. И это достаточно много. Вот, как я вижу. Что мы можем сделать? Мы можем, во-первых, чуть-чуть подкрутить стоп-лосс. Давайте попробуем его поставить на 30%. Возможно, это нам поможет. И еще раз протестируем на всей истории торгов. И плюс, если не поможет, я, соответственно, просто вернусь к комбинациям, которые у нас были более безопасные, с 12 страховочными ордерами. Вернемся к ним, да, и протестируем уже их. Вот это вот сразу же можно убрать. Так, 555, чуть больше, да, 322 было до этого. Здесь у нас также 2 стоп-лосса подряд сохраняются. Раз, два, три. Всего 5 стоп-лоссов, уже лучше, да, 555% за текущий. Ну и видим, что с мая 2022 года у нас стоп-лоссов не было, все мы проторговали. Видим, что и 22 год, и 23 год, 24 год проторговали, 25 год торгуем дальше. Да? Стоп-лоссов у нас не было. Окей, 555%, конечно, мало вот, по сравнению с предыдущими какими-то парами, но давайте мы с вами протестируем с большим количеством страховочных ордеров. И я думаю, мы с данной комбинацией даже получше получим результат. Давайте и это сделаем. 12, шаг 0.9, мультиплеер 1.1, мартингейл 1.3, take profit 2. Здесь у нас 2 ровно, здесь 2.1. Так, прогрузили, стоп-лосс пока уберем. Стоп-лосс уберем. Видим, что у нас нет зависших сделок. Текущая сделка у нас, соответственно, здесь уже усреднилась. И обновляем отчет. Давайте пока без стоп-лосса попробуем. 86 у нас минимум до ликвидации. 6.25 у нас ежемесячный профит. Так, успешно обновлен, плюс 163, да, и мы, скорее всего, также, да, зависли в сделке. Давайте также введем стоп-лосс 30, вот. Можно, конечно, перейти сразу же к дате. Стоп-лосс 30 мы ввели. Давайте посмотрим, сколько здесь у нас 30, да, 24. Ну, в целом, да, 30. Обновляем отчет. Предыдущая наша, соответственно, вариация со стоп-лоссом показала 555% за всю историю. Сейчас посмотрим, что данная комбинация нам покажет. В большую либо в меньшую сторону. 408. Ну, все-таки в меньшую, да, и чуть-чуть больше, да, у нас стоп-лоссов получилось. Стоп-лоссов, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, на один стоп-лосс больше нам показало. Вот, и еще последнее, что могу сделать, это, соответственно, учесть комбинацию там, где у нас чуть-чуть больше профит. Вот эту комбинацию 12, здесь шаг единица, мультиплеер 1.1 такой же, мартингейл 1.3 такой же и take profit 2.1. 2.1. Вот видим 87 у нас здесь почти совпадает с минимумом до ликвидации. И вот на такой еще комбинации протестируем на всей истории торгов. То есть мы с вами определили 3
фаворита, да, так скажем, 3 фаворитных комбинаций. Но все-таки вот эта вот комбинация, где у нас максимальный профит, вот, она показала себя лучше всего. И тут плюс 74, почему-то вообще все плохо, да. Ну, видим, что нам не давал стоп-лосс данный, и данная комбинация нормально накопить профита. И так как у нас первый ордер это процент от депозита, то есть потенциал профита, он идет в сложном проценте, поэтому у нас, соответственно, получились такие результаты, да. Идем дальше, что возвращаемся к нашей исходной комбинации и ее оставляем, вот, как итоговую и самую нормальную комбинацию. 1,4, take profit 2. Еще раз проверяем 10 страховочный, шаг 0,8, мультиплеер шага 1,2, мартингел 1,4, take profit 2, стоп-лосс 30. Еще раз обновим отчет, чтобы вернуться к нашим наилучшим показателям. И будем с вами заканчивать. И так уже затянул на 26 минут практически видео. Прогружается. Ну да, вот 555 самый лучший у нас, в принципе, самая лучшая комбинация. Здесь было раз, 2 стоп-лосса, 3, 4 и 5. 5 всего стоп-лоссов за всю историю торгов. Вот. И с мая 2022 года у нас стоп-лоссов вообще не было, и мы плавно прирастаем, да, капитал у нас плавно прирастает. Вот. Практически условно с нуля, около нуля, да, мы начали, и за 22-25, за 3 года мы нарастили капитал плюс 555%. На этом предлагаю заканчивать. Мы с вами поставленные задачи выполнили, соответственно, нашли комбинацию, которая у нас с профитом от 5% в месяц, которая прошла всю историю торгов, вот, не ликвиднула нас и, соответственно, не застряла в сделке на длительное количество времени. Всем спасибо за внимание, всем профита, пишите, какие пары еще протестировать, вот, пишите свои комментарии, с радостью отвечу на ваши вопросы. Всем пока-пока.